Всем привет, друзья! Сегодня у нас 9-я серия, и мы расскажем о том, как мы собирали крышу и с какими трудностями столкнулись. После того, как мы завершили заливку армопояса, мы приступили к монтажу крыши. Для начала приобрели недорогой, но эффективный рубероид за 800 рублей за рулон. На нашу площадь ушло 2 рулона, итого 1600 рублей, как с куста. После этого мы начали крепить муэрлат. Заметка: муэрлат – это базовая опора стропильной системы, которая принимает нагрузку, поступающую от стропил и кровли, а после выполняет ее передачу на основание здания через стены. В общем, простым языком, это очень нужная штуковина, без которой собирать крышу не рекомендуется. После того, как мы закрепили его на заранее забетонированные шпильки и закрутили все на гайку, мы приступили к монтажу балок перекрытия. Все вроде бы шло хорошо, но появилась одна неприятная новость. Хейтеры, которые смотрят мой канал, вы можете ликовать и хлопать в ладоши. Тот треугольный выступ, который так понравился мне на этом фасаде, оказался смещен на 20 сантиметров, что немного не укладывалось с нашим проектом. И для правильной конструкции крыши было принято решение ломать его и заливать заново. Так как больших отбойников у нас своих не было, пришлось ехать и брать в аренду их в компании Соррент. Очередная реклама. В этот раз мне скидку не сделали. Если честно, голова была забита не скидкой, а тем, как это все будет выглядеть. Быстро и аккуратно у ребят получилось разбить бетон, который был залит в прошлой серии. Кто, кстати, не смотрел прошлую серию, сейчас я добавлю ссылку, обязательно посмотрите, там было очень много интересного и полезного. Так сказать, друзья, учитесь на чужих ошибках, а не на своих. Пренебрегая техникой безопасности, используя палку, нам удалось свалить эту бетонную конструкцию в считанные секунды. Смотреть на это было, конечно, больно. Но на кривую крышу смотреть было бы в 2 раза больнее. Поэтому это было самое правильное решение, на мой взгляд. Еще одна заметка. Не меняйте проекты и не пытайтесь что-то там поправить. Люди, которые работали над проектом, думали об этом проекте не один день. Взяв отбойники в руки, ребята быстро стали разбивать тот кусок бетона, который свалили. Можно было бы, конечно, утаить этот момент, что мы немного ошиблись и нам пришлось ломать этот треугольник. Но, как говорится, это не наш метод. Расскажем и покажем, что у нас на стройке происходит. Вдруг так посмотрит человек на нашу стройку и тоже будет внимательнее относиться ко всем строительным моментам. По итогу, пока я ездил за цементом, песком и арматурой, ребятам удалось размолотить все эти бетонные конструкции и собрать новую опалубку. Вечером того же дня наш треугольник был уже собран в опалубку и заново залит. Аренду 2 отбойных молотков мы отдали 2000 рублей. Бетон, приготовленный вручную, обошелся нам в 4050 рублей. На следующее утро мы приступили к продолжению монтажа наших балок перекрытия. Лед у нас составлял около 4 метров. На балке перекрытия мы использовали доску 50 на 150. Шаг между стропилами был у нас 59 сантиметров для удобства монтажа утеплителя. Крепление выполняли на гвоздь 150 и 120. Также при сборке нашей крыши мы использовали усиленные уголки и металлические пластины, закрученные на желтый саморез. Пока ребята готовили основание для сборки крыши, я отправился в компанию, которая занимается изготовлением пластиковых окон. Окна для нашего дома решил выбрать с ламинацией. Ширина профиля составляла 70 мм, стеклопакет был 40. Немного притонированный, конечно же, энергоэффективный. Ну и чтобы ни одна мошка к нам не залетела, к этим окошкам мы заказали москитные сетки. За весь этот комплект мы отвалили 238 тысяч рублей. Это без учета установки. Также сюда не вошли подоконники и откосы. Но ничего, это мы закажем в другой компании, чтобы хоть как-то сэкономить наш бюджет. Ну а вот победитель нашей рубрики, оставивший креативный комментарий. Свяжитесь со мной, и я отправлю вам наш подарок. Ну и по традиции, ключевое слово к следующему ролику будет у нас треугольник. Не стесняйтесь писать комментарии и участвовать в нашем розыгрыше призов. Пока одни ребята крепили балки и собирали конек, наш главный
главный специалист Расул Джон приступил к кладке кирпичного дымохода, для того, чтобы можно было подключить в последующем газ и повесить на этот стояк газовый котел. Кто-то, конечно, скажет, что можно сделать турбированный котел и повесить его на кухне или в котельной. Но торчащая труба из стены не очень красиво смотрится и не особо мне нравится. Поэтому решили сделать все по старинке, с дымоходом, так и красиво и, конечно, практично. На цемент для кладки дымохода мы потратили 2600 рублей, а керамический кирпич марки М150 обошелся нам в 6480 рублей. С каждым днем наша крыша становилась похожа на настоящее произведение искусства. Ребята при сборке крыши не жалели ни гвоздей, ни своих сил. И жара стояла у нас больше 30 градусов. За что я им выражаю отдельное спасибо, что не сдались даже в такую погоду. Рапилы были собраны, а стойки установлены, и мы приступили к монтажу гидроизоляционной пленки. Пленкой я отправился в магазин Leroy Merlin и приобрел там несколько разных рулонов пленок для потолка и крыши. Пленки мы потратили 17 209 рублей. Про то, как крепить пленки, рассказывать не буду. Это можно будет посмотреть на инструкции, которая прилагается к этим пленкам. Я вам расскажу вот о чем, что обязательно при монтаже металлочерепицы или гибкой черепицы нужно использовать не только пленку, но и контррейку. В нашем случае, так как угол был достаточно высокий, длина стропил не превышала больше 6 метров, контррейку мы использовали из доски 25 на 100, распиленную пополам. Но если угол крыши или длина стропил у вас достаточно большие, то рекомендуется использовать брусок 40 на 40 или 50 на 50. Объясню для тех, кто не знает. Конденсат, выпавший с металла, попадает на пленку и скатывается по ней вниз. Также в конце должны быть выполнены капельники. А если не ставить контррейку, то вся эта влага будет собираться на обрешетке, и ваша крыша придет в негодность через 5-7 лет. Для тех, кому интересно, прикреплю схему, как это выглядит. Ну а кому не интересно, вы можете сделать как знаете, но потом не говорите, что я вас не предупреждал. Вот еще одна небольшая заметка. Перед тем, как начать монтировать обрешетку, нужно понять, каким материалом вы будете закрывать вашу крышу. В нашем случае это была металлочерепица от компании Полипрофиль. И согласно наименованию, есть специальная схема, как нужно монтировать обрешетку, чтобы волны не проваливались между ними. Ее я также добавлю к этому ролику. Посмотрите, может быть, кому-то пригодится. Но лучше уточните у компании, где вы будете приобретать металл, так как станки разные и волны могут немного отличаться друг от друга. Если вы выберете обычный профлиз для того, чтобы закрыть вашу крышу, то шаг между досками можно взять 25-30 сантиметров, его будет достаточно. Закончив обрешетку, мы сняли размеры и я отправился заказывать металл для нашей крыши и металлический колпак, чтобы накрыть наш дымоход. На металлочерепицу мы потратили 196 936 рублей, а колпак для дымохода обошелся нам в 4630 рублей. Доска для всей нашей крыши обошлась нам в 183 530 рублей. В учете того, что часть опалубки мы все-таки использовали для стоек и лежней на нашей крыше. Гвозди, саморезы и уголки обошлись нам в 16 608 рублей. Так как металл готовится у нас 3-4 рабочих дня, чтобы не тратить время впустую, ребята приступили к утеплению перекрытий и кладке перегородочного газосиликатного блока. Так как блок был закуплен у нас еще с прошлой серии, в этот раз нам понадобилось только докупить одну пачку блока перегородочного, так как его как раз и не хватило. 10 450 рублей было потрачено на этот блок. И также мы купили еще одну пачку клея, потратив на нее 288 рублей. Утеплять перекрытие решили минеральной плитой 40-й плотностью, а толщина была ее 10 см и 5 см. Укладывали в шахматном порядке с перекрестным утеплением. Итоговая толщина утеплителя составила у нас 20 см, что для нашего региона выше нормы. На утеплитель мы потратили 105 133 рубля. В общем, количеством утеплителей я остался доволен.
Конечно, можно было сделать 25 или 30 сантиметров, это было бы вообще шикарно. Но думаю, что и 200 миллиметров будет неплохо для данного дома. Вернемся к сборке перегородок. Перегородки крепились у нас при помощи 150-х гвоздей в стену. Перемычки для наших дверей были отлиты из бетона с использованием 12-й арматуры. Высоту дверей решили выбрать 2,40. Хочется сделать большие полотна, чтобы комнаты казались еще больше. Посмотрим, конечно, что по итогу получится. Но идея, на мой взгляд, очень даже интересная. Тем более, это сейчас модно. А мы хотим получить не только модный, но и красивый дом. Так как окна приходится ждать нам 4 недели, поэтому решили приступить к штукатурке стен. Штукатурить будем цементно-песчаным раствором, наносить это все будем вручную. Для начала работ нам потребовалось приобрести грунтовку, маяки и смесь для монтажа маячков. На маячки, грунт и смесь мы потратили 13 237 рублей. А сам процесс штукатурки и подготовки стен будет в следующем ролике. На этом наша серия подходит к концу. Если честно, хотел закончить эту серию тем, как мы собрали крышу и покрыли ее металлом. Но решил это оставить на следующую серию. Посмотрите, что получилось в итоге, так как работы нам предстоит еще очень-очень много. Нам нужно будет не только закрыть крышу, но и сделать штукатурку в помещении, выполнить подшиву, утеплить фасад и смонтировать водосточную систему. Поэтому не пропускайте новых серий, смотрите наши ролики до конца. У нас много интересного и полезного, но это на мой взгляд. Итак, подведем итог этой серии. В прошлой серии мы потратили 1 986 798 рублей. Эта серия обошлась нам в 806 573 рубля, и это без учета стоимости работ. Стоимость работ будет указана в следующей серии. Итог. 2 793 371 рубль зашел уже в наш дом. Много это или мало, судить вам, но мы продолжаем снимать сериал о нашей стройке в 2024 году. Если вам понравился наш ролик, делитесь им с вашими друзьями, знакомыми и родственниками, ставьте лайки и не забывайте комментировать. Чем больше посмотрит людей этот ролик, тем больше буду понимать, что делаю это не напрасно. Тем, кто досмотрел данный ролик до конца, спасибо огромное и до новых встреч, друзья. Увидимся на канале.